Глава 113. Ши Цинсюань резко оттолкнул Шиуду, и величественный повелитель вод едва не упал на пол, совершенно обескураженный и растерявший весь свой безупречный вид. Спустя минуту он только смог выговорить: «Цинсюань, я твой брат». Ши Цинсюань закричал на него: «Я знаю, что это ты». Если он узнал Шиуду, значит, дело вовсе не в помутнении рассудка. Но почему же тогда такая реакция? Шиуду вновь протянул к нему руку. Все хорошо, но Ши Цинсюань ее отбросил. Какое, к черту, хорошо? Как что-то может быть хорошо? Не говори ничего. Я этого не вынесу. Услышав его крики, уже не только Шиуду, но и Линвэнь, и отрядивший людей на осмотр окрестностей, и только что вернувшийся Пэймин, все изменились в лице. Пэймин произнес: «Цинсюань, не нужно скандалить. Разве не понимаешь, что своими словами ты равно что бьешь своего брата по лицу, осыпаешь его сердце крысиным ядом? Прежде, стоило Ши Цинсюаню услышать что-то от Пэймина, он непременно вставлял пару замечаний, теперь же не удостоил его вниманием, только схватился за голову и, словно в него вселился демон, бормотал себе под нос: «Я ничего не хочу слышать». Ты тоже ничего не говори. Дайте мне успокоиться. Уходи. Сейчас же уходи прочь. Шиуду наконец не выдержал и закричал: «Да что ты такое несешь?» Линвэнь тоже подключилась: «Ваше превосходительство, расскажите, что вас тревожит. Если скажете нам, дело будет легко решить». Ши Цинсюань в ярости взревел: «Вы не понимаете, что я говорю. Все катитесь к черту, пошли вон, ну же!» Словно сумасшедший, он продолжал кричать, пока у него изо рта не хлынула кровь. Селянь воскликнул: «Ваше превосходительство!» Шиуду схватил его запястье, щупая пульс, и спустя пару мгновений его лицо вдруг сделалось еще страшнее любого демона, словно у него тоже прямо сейчас ртом пойдет кровь. Селянь спросил: «Ваше превосходительство, что с повелителем ветров?» Принц тоже потянулся к пульсу Ши Цинсюаня, но Шиуду резко отбросил его руку, в гневе воззрившись на селяня, словно ни в коем случае не желал позволить тому понять, что же все-таки произошло с Ши Цинсюанем. Затем повелитель вод обратился к брату: «Ты болен. Это от испуга. Я заберу тебя, чтобы вылечить. Ты поправишься». Ши Цинсюань, глядя ему прямо в глаза, выплюнул по слову: «Я не болен. Тебе должно быть лучше всех известно, болен я или нет. Не думай, что я сошел с ума, я в трезвом уме. Я никогда не был трезвее, чем сейчас». Шиуду схватил его и потащил в колесницу со скрипом. «Ты ничего не понимаешь, не болтай ерунды». Ши Цинсюань в бешенстве начал вырываться: «Минсюн, Минсюн, спаси меня, ваше высочество, спасите меня!» Он протянул к ним руки, Селянь и Мин, и каждый схватил его ладонь, но Шиуду безжалостно потащил его за собой. «Идем, все хорошо, брат с тобой». Ши Цинсюань все кричал и вырывался, так что Пэймину и Линвэнь пришлось помогать Шиуду удержать его. Мин и воскликнул: «Твой брат не хочет идти с тобой». Селянь присоединился: «Проблема с истинным башком-пустословом еще не решена. Ваше превосходительство, вы собираетесь?» Шиуду отрезал: «Какой еще божок-пустослов? Я вообще не понимаю, о чем вы болтаете. Он болен, у него помутился разум, и ничего более». Селянь, но повелитель ветров, Шиуду оборвал его речь: «Это мой брат. Неужели я способен ему навредить? Вам двоим, как посторонним, не стоит вмешиваться в дела моей семьи. И будьте любезны, ваше превосходительство, не разбалтывать о случившемся никому, позаботьтесь лучше о себе». Договорив, он махнул рукой перед лицом Ши Цинсюаня, тем самым погрузив его в сон, и унес в золотую колесницу. Пусть его слова прозвучали резко, но они заставили селяня замереть на месте. Принц подумал: ведь Шиуду прав, он и есть родной брат Ши Цинсюаня, разве он может ему навредить? К тому же, с ними еще два небесных чиновника, так повелитель ветров будет в наибольшей безопасности. Если уж его родственник взялся разрешить проблему, как могут посторонние люди продолжать вмешиваться? Поломанный пополам веер повелителя ветров остался лежать на земле, забытый всеми.
Линвэнь подобрала его и обратилась к селяню и Мин. «Ваше высочество, ваше превосходительство, не примите за оскорбление, разум повелителя вот затмевает чувства». Это коснулось его семьи, а семейные неурядицы не стоит выносить за пределы дома. Надеюсь, вы двое сохраните случившееся в секрете. Позже он принесет извинения вам обоим. Сказав несколько вежливых фраз, Линвэнь тоже поспешила к колеснице. Золотая колесница с грохотом оторвалась от земли и, набирая скорость, поднялась ввысь. Глядя на дымчатое зарево, медленно исчезающее в ночном небе, Селянь окончательно убедился, что повелитель вод действительно забрал повелителя ветров с собой, а они вдвоем, промучившись так долго, просто остались здесь, совершенно потерянные. Мин и развернулся и направился прочь, но Селянь, придя в себя, позвал его: «Ваше превосходительство», Мин, и остановился и наградил его многозначительным взглядом, затем сказал: «Не волнуйтесь, о Хуачине я никому не расскажу». Селянь вздохнул с облегчением: «Благодарю вас». «Вы подниметесь навестить повелителя ветров?» Мин и кивнул, развернулся и ушел. Селянь, хоть и очень переживал за повелителя ветров, все же понимал, божественные лекари чертогов верхних небес могут оказать гораздо большую помощь, чем он сам. К тому же Шиуду определенно не желал, чтобы посторонние видели его младшего брата в безумном состоянии. Как ни посмотри, а сейчас явно не лучший момент для того, чтобы навещать Ши Цинсюаня. Еще и Хуачен так внезапно отлучился, о чем принц переживал еще сильнее. Оценив ситуацию, Селянь все же решил вначале отправиться искать Хуачена. Приняв решение, Селянь покинул башню пролитого вина и поспешил в дорогу. Он не мог применить сжатие тысячи золотой повозки с медными скакунами, у него тоже не было, оставалось полагаться только на пару ног, передвигаясь ночью по горной тропе. Принц шел и думал, что же такого случилось у Саньлана. Судя по его лицу и голосу, похоже, ситуация не из простых. Надеюсь, в этот раз я смогу хоть в чем-то ему помочь. Проведя в пути не более получаса, Селянь вдруг ощутил, как по дороге впереди буквально стелется зловещая ци. И хотя он ничего не мог разглядеть, принц все же невольно замедлил шаг. Его посетила мысль: да быть не может. Неужели я снова повстречался с какой-то нечистью? Он остановился на краю дороги и стал наблюдать. Спустя довольно долгое время впереди сквозь зловещую ци раздался странный звук. Эй-ух, эй-ух. Эй-ух, эй-ух. На дороге показались смутные темные чертания чего-то очень большого. И это большое и темное еще и непрерывно покачивалось, подобно призрачной тени. Совершенно не представлялось возможным рассмотреть, что же такое приближается к принцу. Селянь никогда не встречал подобных очертаний, но мог с уверенностью сказать, что оно не маленьких размеров. Он невольно насторожился и отступил на шаг, жайо на левой руке приготовилась в любой момент атаковать, а правая рука принца опустилась на рукоять фансиня. Еще миг, и то огромное неведомое выплыло из тумана, явив себя во всей красе, отчего Селянь чуть округлил глаза. Оказалось, что к нему приближается роскошный паланкин. Паланкин поражал красотой, с золотого балдахина не спадала бахрома тончайшей работы и летящая полупрозрачная ткань, так что любого сидящего внутри пассажира скрыло бы за колышущимся красным пологом, а снаружи был виден лишь его силуэт, будоражащий воображение. Весьма потрясало и то, что в качестве носильщиков выступали 4 необыкновенно рослых золотых скелета, именно они и издавали те вздохи, торопливо переставляемыми. Голову каждого скелета окружали плавно парящие в воздухе призрачные воньки, они вертелись во все стороны и каждый раз, когда дорога тонула во тьме, разгорались особенно ярко, будто бы освещая путь. Зрелище вышло уж слишком удивительное и при этом настолько демоническое, что Селянь невольно вытаращил глаза и подумал, неужели он наткнулся на молодую госпожу какого-нибудь демонического клана, которая отправилась на тайное свидание с возлюбленным. Принц поспешил отойти подальше на обочину, пропуская паланкин. Но, к его удивлению, 4 золотых скелета остановили паланкин прямо перед селянем и слаженно повернули к нему черепушки.
Один из скелетов звонко клацнул челюстью, и неизвестно откуда послышался человеческий голос, который отрывисто заговорил: «Его превосходительство градоначальника послал нас встретить его высочество, наследного принца государства Синьле». «Это вы тот самый его высочество, градоначальник, о котором он говорит, должно быть, Хуачен». Селянь отпустил рукоять меча и ответил: «Это я, щелк-щелк-щелк». Кажется, скелеты ужасно обрадовались. Они тут же поставили паланкин на землю. «Прошу садиться, и мы отправляемся. Неужели эти скелеты понесут его навстречу с Хуаченом?» Селянь попытался отказаться, но как-то неудобно, не находите? Вовсе нет. Где же неудобно? Нас ведь для этого и отрядили. Ваше Высочество, прошу, садитесь. Его превосходительство градоначальник ожидает вас, делать нечего. Селянь осторожно взобрался в паланкин, приподняв полог, уселся и произнес: «Простите, что затрудняю вас». Золотые скелеты, посмеявшись, о чем-то затрещали между собой, потом подхватили паланкин и, покачиваясь, зашагали по горной тропе. Обитое парчой сиденье в паланкине оказалось весьма удобным. Селянь, разместившись в самой подобающей позе прямо в центре, ощущал себя немного одиноко на таком широком пространстве. Снаружи казалось, что скелеты несут паланкин, качаясь из стороны в сторону, но на самом деле внутри никакой тряски не ощущалось, к тому же они передвигались невероятно быстро, еще быстрее, чем заклинатели, парящие на мечах. И кроме странноватых вздохов, которые скелетам так нравилось выкрикивать, до принца не доносилось ни единого звука, поэтому его путешествие в паланкине вышло намного более тихим, чем на шумной золотой повозке, намного более таинственным. В бытность Селяня наследным принцем ему случилось ездить в паланкинах. Тогда он был еще совсем мал, сидел на коленях отца или матушки, несли их паланкин тщательно отобранные слуги, а сопровождала пышная свита. Зрелище выходило чрезвычайно внушительным. Когда принц немного подрос, ему разонравилось ездить таким образом, и теперь он, можно сказать, впервые один оказался в подобном средстве передвижения, неизбежно ощущая себя весьма необычно. Спустя какое-то время пути он вдруг увидел, как на полок упал свет от тусклых зеленоватых призрачных огней, а впереди раздался шепот: «Кто таков?» «Если хочешь пройти через это кладбище, надобно что-нибудь заплатить», а вот как, они наткнулись на диких демонов, что преграждают дорогу путникам. К тому же такие, что и своих не жалеют, демоны, пожирающие демонов. Да только в этот раз им не повезло открыть рот на Хуачена. Скелеты, щелкая челюстью, рассмеялись. «А вы не хотите нам заплатить?» Селянь размышлял, не выйти ли разобраться, как вдруг услышал тонкий визг тех диких огоньков. «Ой-ой-ой-ой, простите. Мы, слепые собаки, не заметили, что это повозка господина нашего, градоначальника Хуа. Все обратно по могилам, по могилам. Прошу, господа, проходите без препятствий. Большому человеку широкую дорогу, прошу, проходите». Скелеты ответили, поздно спохватились, и его превосходительство градоначальник велел проследить, чтобы его высочество, что сидит в паланкине, в пути ничего не потревожило. «А вы задержали его в дороге, теперь сами решайте, что с этим делать». Услышав, что в ответ послышались горестные завывания, Селянь не выдержал и вмешался: «Послушайте, вот что. Давайте забудем. Раз уж мы так спешим, то оставим их в покое». Скелеты отозвались: «Ну, раз сам его высочество так говорит, ладно уж, придется отпустить». «Повезло вам, легко отделались», Селянь добавил. «И, кстати, запомните, впредь не преграждайте дорогу и не вредите путникам». Дикие огоньки обрадовались: что вы, обещаем, больше никогда не будем. «Спасибо, ваше превосходительство», скелеты прокричали. «Поехали». Когда они проезжали мимо, Селянь смутно расслышал голоса демониц, которые с любопытством шушукались. «Эй, как думаете, что же за высочество сидит в паланкине?» Я никогда не слышала, чтобы градоначальник Хуа посылал за кем-то золотой паланкин, и если бы была девушка, то тут все ясно. Но ведь там мужчина, что поистине странно. Селянь подумал, что же странного. В следующую секунду до него донеслась еще одна фраза: «Да. Я ведь с самого начала говорила, что в таком паланкине уж точно должна сидеть жена». За день пришлось немало побегать,
и Селяня немного сморило, пока он ехал в паланкине. Подперев щеку рукой, он ненадолго задремал, а еще через некоторое время почувствовал, что паланкин остановился снова. Сквозь дрему Селянь спросил, что такое. Он решил было, что им вновь преградили дорогу демоны, но стоило ему замолчать, и паланкин чуть опустился вниз, кто-то еще забрался в него. Занавеска приподнялась, и послышался тихий голос. «ГГ». Селянь протер глаза и прищурился, выглядывая из-за полога. Сань Лан — это, конечно же, был Хуачен. Увидев только проснувшегося Селяня с еще чуть затуманенным взглядом, он слегка замер. Принц, чувствуя себя немного неловко, сел ровно и мягко кашлянул. Стоило расслабиться на секунду, и я уснул. Хуачен сразу же сел рядом с ним. «ГГ, ты просто очень устал. Я потесню тебя немного, не сочти за наглость». Селянь кивнул и постарался подвинуться подальше вправо, чтобы освободить Хуачену место, но тот протянул руку, обнимая его за правое плечо, и привлек назад со словами «не стоит». Места достаточно. На самом деле места было недостаточно. Паланкин был сделан весьма хитроумно, одному в нем было просторно, а вот двоим уже приходилось тесниться, разве что один сидел на коленях другого, как Селянь в детстве, тогда никто не оставался в обиде. Селянь сказал: «Ты ушел как раз вовремя, с верхних небес спустились сразу 3 чиновника». Хуачен презрительно хмыкнул: «3 опухоли, верно?» «Я так и думал». Селянь в шутку спросил: «Неужели ты поэтому сбежал?» Хуачен, тоже шутя, ответил: «Нет, я ходил за транспортом». «Ну что, ГГ, как тебе моя адская демоническая повозка?» Намного занятнее этих золотых колесниц, на которых катаются чиновники верхних небес. Селянь согласился: занятная, даже очень. Усмехнувшись, принц вдруг вспомнил странное состояние повелителя ветров и больше не смог смеяться. Его лицо стало серьезным. «Верно, Сань Лан, ты ведь хотел что-то мне сказать». Их взгляды случайно встретились. Хуачен все еще обнимал Селяня за плечи, не собираясь отпускать, словно вот-вот заключит в свои объятия. Любому стороннему наблюдателю предстали бы лишь 2 тесно прижавшихся, будто неотделимых друг от друга силуэта за пологом паланкина. Тем временем за красной завесой Хуачен улыбнулся и сказал: «ГГ, поженимся». Селянь растерялся, а этот пристальный взгляд и эти слова так близко, что никуда не скроешься. В одно мгновение перед глазами Селяня промелькнуло разноцветие, а в голове все опустело, он весь будто окоченел, не хуже ходячего мертвеца. Увидев принца в таком состоянии, Хуачен убрал руку и хихикнул: «Я пошутил». «ГГ, ты что, испугался?» Селянь пришел в себя с огромным трудом. «Ты слишком любишь озорничать. Разве можно шутить такими словами?» Испугался, не то слово. У него просто-напросто чуть сердце не остановилось. В душе даже зародилась малая талика гнева, которую принц и сам не почувствовал. Хуачен хохотнул: «Я виноват». Он вытянул длинные ноги, сложил одна на другую и покачал сапогами, так что серебряные цепочки зазвенели, соприкасаясь друг с другом, и правда, вид озорного сорванца. Раньше Селяню этот юношеский настрой показался бы забавным и милым, но сейчас, сам не зная почему, он не мог успокоиться, растревоженный теми словами. Принца даже охватило непонятное раздражение. Он еще какое-то время сидел неподвижно и даже еще раз воскликнул про себя: «Разве можно шутить такими словами?» Впрочем, если подумать, ничего удивительного. Он ведь и правда мог шутить подобным образом именно по той причине, что не придавал этому значения. Заметив странное выражение лица Селяня, Хуачен сразу же сел ровно. «Ваше Высочество, не обращай внимания, это я виноват. Впредь никогда больше не стану так шутить». Когда он с полной серьезностью принялся извиняться, Селянь, напротив, ощутил угрызение совести и подумал: «Ты что, совсем оглупел? Это всего лишь шутка, что здесь такого ужасного?» К тому же Сань Лан сказал только «поженимся», но не уточнил, с кем именно. «А ты что себе надумал?» «Перестань. Сейчас же. Немедля».
Отвесив себе пару оплеух в душе, Селянь успокоился и с улыбкой ответил: «Нет, нет, нет, в чем ты виноват? Не пойми неправильно, только что я задумался о случившемся с повелителем ветров, поэтому был так серьезен». Хуачен произнес: Но раз уж сам водяной самодур спустился, должно быть, проблема решена. Между ними существовало поразительное единодушие. Селянь всерьез задумался над этим и легонько качнул головой. «Сань Лан, ты правда считаешь, что проблема решена? Мне все кажется, что это лишь самое начало». Ши Цинцюань всегда относился к брату с глубоким уважением, но сейчас, спасенный от опасности, едва увидев перед собой лицо Шиуду, отреагировал так, что у принца невольно зародились пугающие подозрения. Мог ли именно Шиуду быть тем человеком, который обманом заставил Ши Цинцюаня открыть дверь, и даже его пребывание вместе с Лин Вэнь и генералом Пэем ничего не доказывало, для небесного чиновника с достаточно мощными магическими силами не представляло трудности при желании использовать технику создания собственного двойника. Селянь как раз собирался поделиться с Хуаченом своими опасениями и догадками на этот счет, когда тот вдруг сказал: «Нет. Этот инцидент уже исчерпан». Уверенность в его голосе заставила Селяня невольно застыть. «Сань Лан», Хуачен обратил к нему внимательный взгляд. «ГГ, ты мне доверяешь?» Селянь вернул ему тот же взгляд: «Доверяю». Хуачен медленно произнес: «В таком случае, поверь мне, повелитель ветров, повелитель вод, повелитель земли, Лин Вэнь, Пэймин. От этих небесных чиновников тебе лучше держаться как можно дальше».